Привет, вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю оранжевую машину. И не просто, а строительный КАМАЗ, который я вижу практически каждый день. В Москве постоянно что-то роют, возят. Тот же снег вывозили именно на этих КАМАЗах. Так что очень интересно собирать ту технику, которую ты видишь каждый день. И мне особое удовольствие будет собрать этот набор. Поехали. Итак, передо мной коробочка очень знакомого грузовика. Мне кажется, в современном мире 3 из 5 грузовика, которых вы встретите в виде самосвала, это будет именно оранжевый КАМАЗ. И, соответственно, очень приятно собрать ту модель, которую я каждый день практически вижу на улицах, особенно на улицах Москвы, ведь Собянин любит перекопать полгорода одновременно, используя как раз вот эту технику. И, честно говоря, я даже побаиваюсь, увидев в своем районе такую машину, и раскопают мне очередную улицу. И мне опять придется ходить в грязной обуви. Кстати, я уже собирала этот КАМАЗ, и это видео у меня выходило несколько лет назад. И тогда это была новинка, и я была очень удивлена качеством набора, особенно его цветом пластика. Так что давайте посмотрим на обратную сторону коробки. Собственно, вот он, собранный КАМАЗ. И, в принципе, оранжевый цвет, можно сказать, что это практически искоробочный оранжевый цвет. Ведь детали тут именно такого цвета. Я даже не думаю, что его красили. Может быть, просто лаком задули. Именно здесь. Так, вот такой вот трудяга, самосвал с асфальтом, который я, по крайней мере, вижу довольно часто. И давайте приступать к сборке. Сразу предупрежу, что эта модель довольно сложная. Здесь очень сложная ходовая часть. То есть звезда постаралась практически полностью повторить все рычаги подвески и все другие более мелкие элементы чуть ли не в двигателе. И открываем коробочку перед сборкой. И здесь у нас покрышки очень хорошего качества. Остекление, декальс. Видите, вот такая оранжевая полоса дана вот такими маленькими прерывистыми линиями. И мне кажется, это даже удобнее, чем делать одну большую полосу. Вот оранжевый кузов, оранжевая кабина. На самом деле это самые простые детали в этой сборке, которые не требуют никакой практически обработки. И ты собираешь кубик кабины в кубик самого грузового кузова. Так, ну а дальше у нас инструкция. И как видите, нам предлагают два варианта сборки, и при этом мы не можем сделать, по-моему, подвижную часть этого кузова. Хотя АВД умудряется это делать подвижным. Но они кладут, я так понимаю, там какой-то металлический элемент. Ну, здесь из пластика, хотя почему бы и нет. Китайцы из пластика умудряются делать. Собственно, начинаем сборку с двигателя. Как видите, здесь все очень подробно. Все патрубки, все ремешки. Все тут указано. Конечно, не до мелочей проводов, но при этом очень детально. Ну и, наверное, самая сложная часть, самые сложные детали — это именно ходовая часть. И деталей здесь очень много, они очень маленькие. Но слава богу, что все клеится на обычный клей-звезда. Потому что мне, например, черный пластик ассоциируется с моделями от АВД. Это АБС пластик, а здесь обыкновенный, который можно склеить обычным модельным клеем, а не суперклеем. И если вы новичок, я думаю, что вам не стоит начинать сборку именно вот с такой сложной ходовой части. Проще попробовать себя в хобби на более простых моделях. Но с другой стороны, этот набор вы можете собрать и даже не красить, и он у вас будет выглядеть вполне себе аутентично. Так что давайте приступать. Сборная модель КАМАЗ-65115 от звезды в 35-м масштабе – это, наверное, одна из самых заметных гражданских новинок компании последних лет. Самосвал КАМАЗ рыжего цвета представляет собой настоящего трудягу российских строек, и звезда выпустила его в 2022 году как полноценную большую модель, состоящую аж из 426 деталей. В
В 35 масштабе грузовик получается довольно внушительным. Длина готовой модели составляет около 20 сантиметров, и он выглядит солидно и очень по-российски. Модель хорошо передает характер современного КАМАЗа с его угловатой кабиной, массивным самосвальным кузовом, двускатной ошиновкой задних мостов и также типичной камазовской рамой. Двигатель КАМАЗ-740 проработан очень достойно, и при желании он тоже может быть выставлен на всеобщее обозрение. Ходовая часть с мостами, карданами и рессорами тоже выглядит очень убедительно, а использование резиновых шин вместо пластиковых заметно повышает реализм. В комплекте также есть декаль. Однако есть и недостатки. Подвеска на листовых рессорах часто отливается в двух половинках, из-за чего появляется заметный шов, который приходится аккуратно зачищать. Также некоторые мелкие элементы, такие как зеркала, дворники и ручки, требуют очень большой осторожности при снятии слитников и также при приклеивании. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Кузов самосвала, кабины и двери в базовой комплектации неподвижны. Кузов не умеет опрокидываться, двери не открываются. И для диорам это обычно не очень критично, но любители более живого вида иногда дорабатывают модель самостоятельно, и не всегда это получается сделать аккуратно. Сборка в целом проходит логично благодаря очень хорошей стыкуемости деталей, и это характерная черта последних моделей звезды. Инструкция понятна, рама и основные агрегаты собираются без проблем. Но, тем не менее, сборка – это довольно трудоемкий процесс. Тут очень много мелких деталей, также встречаются моменты, которые требуют подгонки. Например, стык рамы и подрамника кузова. Для новичков модель может показаться очень сложной, а вот для моделистов среднего уровня это отличный проект на несколько недель. Пластик мягкий, хорошо обрабатывается, но требует аккуратности, чтобы не оставить лишних следов от ножа или же от надфиля. Эта модель как будто бы специально создана, чтобы из нее собрать пыльный строительный самосвал, оранжевый с синим, или же ярко-желтый, или же в газпромовской ливреи. Многие собирают ее именно в строительном или же промышленном исполнении. Ну а металлизированные поверхности можно имитировать серебрянкой или же фольгой. И в итоге КАМАЗ-65115 от звезды – это крепкая, современная и очень душевная модель, которая хорошо заполняет нишу гражданской техники, особенно в 35-м масштабе, где раньше, как правило, преобладали преимущественно военные грузовики. Ну а для любителей российской и советской автотехники это практически must-have. Рекомендую ее и моделистам среднего уровня, которые уже имеют опыт сборки грузовиков и готовы к большому проекту. Ну а также коллекционерам масштабной автотехники. В витрине она смотрится очень солидно. Ну а абсолютным новичкам может быть сложновато из-за большого количества деталей, необходимости подгонки, и так как ты не сразу видишь готовый результат. А фанатам сверхдетализированных моделей с полной подвижностью покажется эта модель недостаточно продвинутой. Ну а общая оценка, по моему субъективному мнению, будет твердая 8 из 10. Звезда сделала очень хороший атмосферный грузовик, который радует глаз и оставляет простор для доработок. А если вы ищете крупный, узнаваемый и по-настоящему свой грузовик в 35-м масштабе, то берите и не пожалеете. После сборки он отлично смотрится как рядом с военной техникой, ну и также на гражданских диорамах строек и карьеров. История создания этого грузовика КАМАЗ-65115 берет начало в конце 90-х годов на Камском автомобильном заводе в Набережных Челнах. К этому времени КАМАЗ уже пережил сложный период постсоветского перехода и нуждался в обновленной своей линейке самосвалов. Предшественником модели стал популярный советский 13-тонный грузовик самосвал КАМАЗ-55111, который хорошо зарекомендовал себя на стройках, но постепенно устаревал по грузоподъемности и также по комфорту. После сборки модели я загрунтовала ее в белый грунт из аэрозольного баллончика. Хоть и модель и предполагает, что ее вообще не обязательно красить, но все же в окрашенном виде она будет смотреться намного живее и выигрышнее на вашей полке. Далее ходовую часть я окрасила в черный матовый цвет, и мне осталось только уже кисточкой прокрасить хомуты бензобаков в стальной цвет. А вот кузов и кабину я окрашу в оттенок Orange Tank из палитры красок Мачете. Это глянцевая краска, и она дает именно тот оттенок рыжего, который характерен для современных КАМАЗов. И в отличие от предыдущих КАМАЗов, которые я делала несколько лет назад, эта машина получилась с нужной мне степенью глянца. А прошлый у меня получился намного матовее, чем мне тогда хотелось.
И тогда я применяла краски от фирмы Gemscale. И это были матовые водные акриловые краски. И прошлым результатом я была недовольна в полной степени. Кисточкой я окрашу внутренний интерьер кабины и поработаю над экстерьером ее же. В 1998 году на заводе изготовили первый опытный образец нового самосвала. Тогда инженерам поставили задачу создать более мощный и надежный грузовик грузоподъемностью в 15 тонн с колесной формулой 6х4. Основные улучшения коснулись усиленной ходовой части, также модернизированной трехместной кабины с улучшенной термо- и звукоизоляцией, нового рулевого управления, заимствованного от модели КАМАЗ-4310 и переработанного дизайна. Появилась обновленная решетка-радиатор, также цельное лобовое стекло и широкий бампер. Серийное производство данной модели началось в 1999 году, но уже в ноябре 1998 года завод приступил к выполнению первого коммерческого заказа на эту модель. Новый самосвал быстро стал востребованным благодаря увеличенному объему кузова, большой грузоподъемности и надежности в тяжелых условиях эксплуатации, от городских строек до карьеров. И по данным на 2021 год всего было выпущено 135 тысяч экземпляров этой модели. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. На протяжении более чем 25 лет грузовик неоднократно модернизировался. Изначально он оснащался классическим 8-цилиндровым дизельным двигателем КАМАЗ-740 мощностью около 180 лошадиных сил. Со временем появилась версия с двигателем, соответствующим экологическим нормам Евро-4 и также Евро-5, включая 6-цилиндровый турбодизель Камен. Трансмиссия традиционно использовалась 10-ступенчатая механическая КАМАЗ-154. У этой модели выпускалось более 10 модификаций, различающихся двигателями, типами кузовов, также наличием газобаллонного оборудования и другими опциями. Я окрасила диски колес в алюминиевый цвет от фирмы Machete. Мне осталось собрать диски и многоскатные колеса в единую конструкцию. КАМАЗ-65115 стал настоящим трудягой российской экономики. Его можно встретить на строительных площадках, карьерах, на обслуживании инфраструктуры и даже в специальных версиях, например, шасси под надстройки, мусоровозы, пожарные автомобили. Эта модель удачно сочетала проверенные временем решения с новыми технологиями, что позволяет ей оставаться в производстве до сих пор, несмотря на появление более современных поколений КАМАЗа. Сегодня КАМАЗ-65115 воспринимается как символ надежного рабочего грузовика, который прошел путь от опытного образца конца 90-х годов до одной из самых массовых моделей завода. Его история – это пример эволюции российской автотехники в условиях меняющегося рынка, когда простой, выносливый, ремонтопригодный самосвал продолжает быть востребованным спустя десятилетия. Смывкой черного цвета я выделю рельеф грузовика. Здесь я буду использовать смывку намного жиже, чем я привыкла делать это обычно. Так как поверхность у меня получилась глянцевая, эта смывка легко растекается по модели. Дальше мне нужно разместить стеклянные элементы на свои места.
Модель у меня заказная, и я воспроизвожу реальный прототип, который работает в компании Севермост. Поэтому я заказала кастомные декали, и сейчас я их размещаю на своих местах. И вот такой КАМАЗ у меня получился. Конечно, есть некоторые огрехи, которые, я надеюсь, вижу, что только я. А в целом набор получился очень интересным, сложным. И сложным не только в процессе сборки, но и окраски некоторых моментов. Так что классный набор, рекомендую. Надеюсь, я вас вдохновила на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.